Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, мы продолжаем заниматься погрузчиком. Сегодня к нам уже присоединится Леша, он едет в пути и он везет нам пластик для салона нашего погрузчика. Это очень редчайшие запчасти, которых практически не найти, но нам удалось. Нас выручил наш зритель, не взял ни копейки. Чуть позже я вам все расскажу. Но в сегодняшней серии у нас предстоит много зачистки. Много еще мелочевки всякой. Нам нужно вклеить дверь. Я никак не отважусь на приклейку стекла. Я никогда этого не делал. Но я думаю, мы справимся. Рано или поздно это нужно начинать делать, и это нужно уметь. Все, вам, естественно, наиприятнейшего просмотра. Всем огромная благодарность за поддержку. Если у вас есть желание поддержать нас, заходите на Boosty, подписывайтесь. Там очень много всего интересного. Каждые 2-3 дня я выкладываю маленькие видосики о том, что происходит у нас в гараже. Все, заваривайте чай, печенье. Мы начинаем. Друзья, товарищи, наконец-то приехал так недостающий нам пластик. Здесь есть подрулевые, боковые пластики, все, что надо нам для погрузчика. Огромное спасибо нашему зрителю, который пошел нам навстречу, не взял ни копейки за это. Это редкие вещи, которые, стоят, наверное, денег. Они для меня ценны, для других наверняка они ценности не представляют. Но я хочу, чтобы у нас погрузчик был красивый. Поэтому мы искали очень долго эти вещи. И вот они приехали. Сейчас нам нужно немножко подвосстановить, потому что одна сторона нужного нам пластика пострадала немного. Поэтому нам придется здесь поколхозить чуть-чуть, потому что здесь тоже сломана где педаль. Но нас это не пугает, мы это восстановим. Самое главное, что есть основная часть. Также есть подрулевой пластик, который там я уже примерял, лежит. Так что погрузчик будет по пластику весь комплектный. И это очень-очень хорошо. Но сейчас я там занимаюсь металлом. Тот лист, который мы потеряли, я купил, и сейчас будем новый делать. И параллельно будем пробовать заклеивать дверь, потому что стекло готово, есть в наличии, и нам нужно каким-то образом вклеить это стекло и установить дверь. Но дверь мы будем устанавливать после покраски, но стекло нужно вклеить сейчас, чтобы оно засохло и держалась крепко. Прикурили мы, друзья, здесь. После ДТП дверь наша, она немножко пострадала. Но мы уже вроде бы выставили ее. Вроде бы. Торчит везде одинаково по периметру. Завесы все согнулись. Все выстукивали, выбивали. Вроде сейчас чуть-чуть клинит, да, Леш, все равно? Зараза, блин. Ладно, мы просто за что боимся, что в моменте, когда она клинит, дверь может перекашиваться и стекло лопнет. Не факт, конечно, но опасно так. Опасненько. Но сейчас будем еще подстукивать. Стекло уже примеряли. Изначально стекло было просто смещено на сантиметр, то есть вся дверь. Мы краном ее выгибали, эту планку, она была тоже согнута. В общем, сейчас мы будем еще сражаться. Все-таки дверь из профиля, знаете, как обычно, так. Такое себе. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Case Guru создана в Тюмени? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Case Guru. Экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень — это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай — это производство и масштабирование. Яркий пример подхода — линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка — наушники клипсы Case Guru, клип с анатомическим удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума, кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки.
Еще одна модель Case Guru Sport – универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте мой промокод TRACK6 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. У нас, друзья, проблема. Наш праймер, который я заказывал на Озоне, он, в общем, засох весь. И теперь вынуждены... А здесь надо? Почему? Там же тоже... А, там нету. Соседей взял, у них тоже полузасохший. Ну, вроде пока мажется. Мы, в принципе, готовы к вклейке стекла. Подогнали все хорошо нашу дверь. Должно бы работать отлично. Ну все, вот так, мне кажется, Леш, да? Да уже, да, и подсох даже. Ну, он быстро сохнет. И вот сюда в торец наноси. Вот сюда. А там, наверное, ж матовая поверхность, она. Думаешь, не возьмет? Ну, типа. Нам же сюда надо тоже будет склеивать стекла. Ну, давай нанесем, это же не проблема. Может, этого мало праймера, что я нанес, а вот этот один слой такой легенький. Как думаешь? Не, хватит его. Хватит? Угу. Мне не нравится то, что он засохший, полузасохший. Ну, как бы, наверное, проблем в этом нету, правда? Ну, если нету проблемы, у нас и с клеем. Возможно, он тоже такой же. Герметик? Да. Не, герметоз должен быть нормальный. Так, на дверь тоже нанесем, чтобы у нас уверенное было крепление стекла, потому что это ответственное очень дело. Вот с восстановлением этих проектов придется стать и стекольным мастером, блин. Первое мое стекло в жизни. Вклеенное. Еще не вклеенный. Ой-ой-ой, тише. Теряю равновесие. Не газуй. Много не довидим, будет вылазить, капец. Да хрен уже с ним. А что делать, Леш? Как надо, все. Дергать нельзя. Почему? Все, просто мы его ложим, и оно под своим весом как надо себе форму найдет. Все, ты готов? Готов? Да. Я готов пускать. Я тоже. Пускай. Пусти я. Все, не трогай. Давай прижмем, чтобы оно шире было. Ну не везде тут прям прилипает. Да. Не, Леша, не продавишь стекло. Мешает? Ну уже меньше мешает. Да. Давай, всё, можно всё, давлять всё, еще всё, сюда всё, взять всё, что-то. всё. Нормально, как надо лежит. Здесь центр. Ну все. Вот здесь надо такое движение. Ага. И тут тоже. Так, стоп. Не трогай. Я могу поправить. Ложу. Ложить? Да. Ложу. Ложил.
Мы сняли колеса и начинаем уже зачистку внутренних арок. Леша там сражается со шпильками, не откручиваются вообще гайки абсолютно. Ну и предстоит сделать то же самое сзади. Вот эту всю ржавчину нужно убрать. Вот внутри в колесных арках. И это очень непростая задача, потому что сильно все в ржавчине, пылюга. Вот эта часть готова у нас. Там стоит, но я имею в виду лист, который сверху. Его тоже нужно будет загрунтовать. Вот сегодня по плану у нас еще загрунтовать вот эти крылья, наверное. Посмотрим, может мост тут подзачистим. У меня, по-моему, ёршика нету. Вот, ну и там кусок металла стоит, который нам нужен. Колеса нам тоже придется красить. Других вариантов нету. К нам присоединился наш зритель Дима. Дима, поприветствуй всех. Ты откуда? Привет, я из Москвы. Из Москвы. Вот. Человек путешествует по Беларуси, решил к нам заехать. Ну, вот, так что путешествуйте, в этом ничего нет плохого. Вот. Ну, а мы продолжаем наши работы. Промежуточный этап. Мост подготовлен, зачищен и зачищены 3 крыла. Задние и 2 передних. Сейчас с той стороны Леша заклеивает крышку распределителя. Тоже подготовили вот эти детали, это от него. И будем загрунтовывать. Нам останется снять с этой стороны колесо. Сейчас боимся снимать, опасно. Погрузчик будет стоять, ну, опасненько. Вот. Завтра мы с утра снимем вот это колесо. И тоже здесь зачистим, все загрунтуемся. Вот. Ну и ступеньки сейчас тоже вот пройдем, загрунтуем. И это будет по грунтовке, наверное, все. Следующий этап, который нам огромный предстоит, это замыть весь грунт. Это уже потом. И после того, как замоем, еще немаловажный этап, это все оклеить. Оклеить нужно тщательно, это важный очень элемент удачной покраски. Все тщательно оклеить. Начался процесс грунтовки. Обезжирили все и наносим грунт. Пока Леша грунтует, я нанес финишную вот эту стыковочную полосу герметика. Вот завтра перевернем и такую же сделаем изнутри тоже, чтобы была аккуратненькая и красивая. Вот здесь немножко провалилось, но мы подправим потом. Наверное, вам не особо видно. Может и видно, но основной клей уже засох. Можно смело поднимать за стекло, но пока что, я думаю, мы еще подождем. На всякий пожарный. Сегодняшний наш день посвящен догрунтованию и восстановлению пластика. Был восстановлен вот этот самый важный пластик. Это пластик, который стоит со стороны входа в кабину. Вот этой части у нас не было. Я здесь доклепал ее, кусочек вставил вот так вот. И все это зашпатлевано. И сейчас уже Леша готовит там пульверизатор к тому, чтобы покрыть это все черной, красивой бамперной структурной краской. Некоторые детали загрунтованные тоже здесь висят. Там стоит наша дверь, которую мы вчера вклеивали. Ну и по погрузчику у нас тоже все готово. Весь он загрунтован. Ну, во всяком случае, те части, которые необходимо было загрунтовать. Включая и внутренние части щитков. С правой стороны тоже здесь все загрунтовано. Единственное, здесь у нас не хватило грунта, поэтому пришлось чуть-чуть использовать другой черного цвета грунт. Но здесь же еще, как обычно, грунт. Вот снизу у нас все красиво. Здесь мы красить не будем. Вот здесь все аккуратно у нас. Вот покрасим только мост и вот эти арки внутренние. Ну и будем замывать. Нанеси сюда, Леш, на шпатлевку сначала. Она будет много впитывать. Ага. Пластик наш покрашен, уже и пылью покрылся. Ну и мы начали замывку. Друзья, замывку нашего погрузчика. Крышу замыли.
Заднюю часть замыли. Вот, уже даже где-то кое-где и подсохло почти все. Вот такая красота. Вот эту часть замыли, крышу замыли. Сейчас пойдем вниз, сюда и стрела. Ну и ковш. Вот, думаю, за ближайшие 2 часика мы все это бахнем. И потом будем оклеивать. Это тоже еще кусок работы. Ну а завтра, надеюсь, уже покрасим. Так что не переключайтесь. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. И спасибо всем, кто уже подписался на нас и поддерживает тем самым. Если у вас есть желание поддержать, то переходите по ссылке в описании и по подписке на Бусти будете получать коротенькие видосы о том, что у нас происходит в гараже. Вот, так что не забывайте тоже про телеграм-канал, там тоже есть много всего интересного. Если есть желание, можете подписаться тоже. Товарищи, мы готовы к покраске. Леша уже даже одел покрасочную маску. Покажу вам краску. Краска вот такая оранжевая. Она схожа с нашей краской на Volvo, но немного другая. Производитель алкидная краска, производитель Autон какой-то. Но вот оранжевая 1025, она более рыженькая такая. Она близка к оригинальному цвету нашего погрузчика, поэтому именно ее я и выбрал. Потому что альтернативы этому цвету, к сожалению, нету. Вот у производителей, там у МИПа, у других, но нету. Поэтому придется нам красить алкидной краской. Но надеюсь на хороший результат. В общем, все готово. Заливаем краску и начинаем задувать. Начинаем с крыши. Она протерта. Потом, когда крышу зальем, опустимся вниз. И будем красить нижнюю часть. Где желейка? По-моему, цвет классный, да? Да. Как она по укладистости? Может, густовато? Или нормально? Цвет оригинал, блин. Не надо одеяло убирать. Только мешает, но... Не вижу ничего, не вижу ни хрена. Ну так что мне сделать? Стой. Кронштейн дуни. Кронштейн дуни. Ага.
Друзья, мы только что закончили покраску. Это заняло у нас порядка 4 часов. Казалось, что очень быстро все будет, но пока все прошли, пока там, пока сям. Есть косяки, есть подтеки, но по цвету, я не знаю, насколько камера передает, но мы очень близки к оригинальному его цвету. Очень близки. Вот, но с большего все красиво. Все блестит, все сияет. Прелесть. Вот, то есть, ну, красиво. Не буду спорить, не буду ничего говорить. Единственное, краска еще не высохшая, прям липнет конкретно так. Поэтому ее мы трогать не будем пока что. Пусть она сохнет. Но есть подтеки. Не знаю, как вам показать. Ну, ладно. Они есть не очень красивые. Вот здесь большой подтек. Это моих рук дело. Попытаюсь вам... Ага, вот он виден чуть-чуть. Но я считаю, это, конечно, мелочь. Вот. Завтра мы пока что сейчас ничего делать не будем. Завтра мы к нему подойдем. Нам нужно будет покрасить мосты. Нам нужно будет покрасить кабину. А именно черный цвет. Покрасить фактически нам тут 4 стойки. Ну, где-то что-то подкрасить аккуратненько, чтобы черненькое было. Ну, а так... Конечно, очень работа тяжелая, ответственная, ну, тяжело. Весь в рыжей краске с ног до головы. Нос, ну, это все такое очень вредное условие труда. Вот, ну, есть результат, и это хорошо. Леша на заднем плане мутит там тюлюлю какую-то, мешает, не знаю, что с этого выйдет. В общем, мы продолжаем заниматься погрузчиком, а именно начинаем с покраски дисков. Завод. Слушай, как оригинальные. Отлично. Леша моет пульверизатор и отправляемся домой. Диски покрасили. Леша говорит, цвет бомба. Я бы чуть-чуть добавил голубого. Но вы пишите в комментариях, что думаете. На погрузчик тоже один диск поставили. Смотрится, конечно, красиво. Вопросов нет. Вот. Но окраску надо ждать. Расклеили мы кабину, чтобы не летели хлопья. Но краска живая, капец. Смотри, какая красота. Очень красиво. Но краска живая. Живая, зараза. Хотя, ну уж нормально уже. Уже чуть-чуть делать, но еще не. Ну ладно, засохнет за выходные, засохнет. Не будем его сейчас трогать, пусть высыхает. Вот такая красота, друзья, у нас. Сегодня утром пришли, шланги расклеили, кабинка, ну прелесть. Сегодня будем его собирать по возможности. Краска еще немножко не совсем подсохшая, но уже трогаешь, просто обалдеть. И цвет то, что надо. Ну, не знаю, чуть-чуть камера не совсем правильно передает, но вживую он так чуть желтее. Но мне кажется, очень красиво. Так что работаем. Сейчас покрасим 2 моста, передний и задний. И еще тут у нас нарисовалась вот такая проблема. Непонятно, откуда она взялась. Но, видимо, потревожили мы, когда колесо крутили. Вот появилась утечка вот такая. Нехорошая утечка масла. Но с этим мы разберемся чуть позже. Уже дособираем. Хочется собрать погрузчик. Сегодня нам предстоит с кабиной здесь повозиться, покрасить. В общем... Работаем, работы очень много.
красили кабину, у нас чуть-чуть не хватило краски, к сожалению. Блин, вот на прям самую переднюю стойку. Но не важно. Мы найдем и докрасим ее. А сейчас будем устанавливать колеса и продолжать сборку нашего погрузчика. Так, ну что, пытаемся мы разобрать эту бортовую. Открутили, здесь оказывается два шестигранника. И сейчас снимай, Лёш. Посыпется шестерни, наверное, да? Не или должны, нет? не должны, они же на валах тут. Ну давай посмотрим. Что там? Ты какую-то полуось тянешь, нет? Блин. Прокладки нету. Вообще типа нету? Такой резинка. А, резинка, видишь, есть. А вот что с ней произошло, что она так торчала? Возможно, сейчас слезла просто. Ну да блин, ну здесь, слава богу, хоть все целое, такое красивое, да? Ну. Резинка, да? Возможно, просто из-за того, что отжаты были шестигранники. А, может оно потекло. Вот здесь были отжаты шестигранники у нас, ну не совсем зажаты. Ну тут система такая, что когда ты колесо зажимаешь, зажимается и вот эта вся крышка. Да, да. Надо просто почистить сейчас на герметоз и все будет держать. Ну да, в принципе, вот здесь, правда, герметиком Да, прошелся. да. Все, так и сделаем. Вы знаете, что произошло, друзья? Не поверите. Но у нас вывалилась полуось. И, что самое страшное, там упала шестерня внутри. Но мы нашли выход из положения. Может, это вас когда-нибудь спасет. Мы поддонкратили переднее колесо. И за счет того, что вращается шестеренка вот этим передним мостом, она там поднимается. Поднимается, Леша? Да, я попробую заснять, да. Мы уже думали, если честно, разбирать весь мост. Но потом Леша подсказал идею. У меня тоже была такая мысль, что если проворачивать, то оно за счет прилипания может смещаться. И вы знаете, это работает. Леш, давай вставляй. Опа. Все, ну повезло. Так что сейчас мы все здесь отмываем, очищаем. И ставим на герметик аккуратненько. И все собираем обратно. Хорошая новость. Плохая новость, то что я заказал шпильки, а они не такие. Она похожа, но она не такая. Такая шпилька. У нас заводская вот здесь толще. Усиленная, кстати, типа. Установили колесики. Ну как он смотрится, друзья? Это просто прелесть. Это, ну, не передать словами, да. Красота, красота. Еще когда мы установим балку, фары, будет просто прелесть. Мы решили сразу обслужить все бортовые, не только эту, но и все наши 4 бортовые. Слили старое масло, его здесь крайне мало, то есть вообще можно сказать не было. Влазит где-то по пол-литра. Вот здесь вообще чуть-чуть накапало. Здесь еще меньше. То есть практически все бортовые сухие, к сожалению. Вот, ну не важно. Сейчас зальем маслица, обслужим, и все будет в порядке. Все, мы заменили масло во всех бортовых редукторах. И дальше самое интересное. Это установка фонарей. Леша говорит, давай хоть что-нибудь интересное. А то мы уже устали от этой работы. А все-таки что-то интересное, отвлекаешься и погрузчик преображается заодно. Все никак. Так. Друзья, на сегодня все. Отправляемся домой, переоделись, нанюхались краски. Краска живая, решили чуть оставить. И все-таки не будем спешить. Я думал, в этой серии мы успеем все закончить, но... Мы реально, я понимаю, я не хочу делать, спешить, лететь. Вы часто, кстати, пишете, что мы затягиваем серии, но быстрые серии это путь в неправильное восстановление техники. Поверьте мне тогда самому неприятно, когда что-то вот сделано абы как. Мы лучше потеряем время, мы лучше выпустим лишнюю серию, но у нас будет хорошо сделан погрузчик. Поэтому с вас обязательно поддержка. Нам очень приятно, если вы ставите лайки, пишите комментарии, поэтому...
поддержите. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всего самого-самого наилучшего. Всем пока.